Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. В одном из видеороликов мы вместе с вами отделяли антуриум лилии деток от пенька. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Антуриум лилии. При отделении корневая система у этих растений была очень слабенькая, поэтому мы посадили деток в моксфагнум. В мху антуриум очень быстро наращивает корешочки. Использовали вот такую вот несложную, но очень интересную конструкцию. То есть это 3 пивных стаканчика. Верхний стаканчик позволяет создать стабильные условия, стабильную влажность, температуру. Нижний стаканчик служит для слива лишней влаги. То есть, как вот видите, здесь вода. Давайте мы сейчас посмотрим, какие корешочки нарастили у нас наши деточки. На скотч прикрепила. Смотрим. Ну, то, что корешок выскочил отсюда, все мы видим. Вот у нас корешочки идут хорошие. Здесь, не знаю, вам видно, видите, корешочки молоденькие, зелененькие и сливаются просто с зеленым мхом. Давайте это еще рассмотрим растения. Снимаем верхний стаканчик. Ну, корешок, видите, выскочил. Вот корешочки видно. Здесь у нас корешочки. Вот, я так думаю, что корней здесь достаточно. И третий, самый маленький антуриум у нас. Кстати, вот маленький да удаленький. Посмотрите. Вот у нас вот корешочек торчит. Здесь у нас вот корень идет такой приличненький. И здесь внутри еще просматривается. Не знаю, вам видно на камеру, нет, но мне здесь хорошо все это заметно. Был еще 4-й антуриум. И он был с достаточно хорошей корневой системой. Его мы посадили сразу в грунт 2-го состава. К сожалению, показать вам сейчас его не можем, так как он отправился у нас на ПМЖ к новой хозяйке. Но с ее слов чувствует себя прекрасно. Я предлагаю вот эти 2 растения пересадить в грунт 2-го состава. Это же растение пересадить в более большой, в более объемный горшочек и использовать при посадке моксфагнум. Почему-то хочется мне его вырастить именно в мху. Итак, давайте приступим. Возьмем самого большого, красивого и попытаемся вытащить его из грунта. Дело в том, что я вот здесь сделала большие такие отверстия для слива воды, поэтому я так считаю, что я смогу этот корешок вытянуть, не разрезая стаканчик. Если вы не уверены, то вы можете, конечно, разрезать стакан, и чтобы не повредить корешочки. О, какие. Аккуратненько убираем мох. Так, конечно, стараюсь аккуратно, чтобы он не повредились корешки наши. Здесь такие маленькие, красивенькие, еще совсем молодые. Ну, так, скажем так, будем без фанатизма, конечно. Прям вот так отдирать сильно от корней их не надо. Мох не надо. Вот здесь получилось у меня довольно-таки неплохо. Посмотрите, какие корешки. Теперь вот их видно уже по всей красе. Здесь у нас еще что-то здесь. Вот, я считаю, что за... О, вот. Дальше я уже, конечно, не буду его дергать. Прекрасные корешочки. Давайте еще одного посмотрим. Так, здесь также попытаемся вытащить.
Здесь у меня уже как-то так, оп, тоже получилось, не повредила корешок. Вот. Тоже корешки, конечно, очень нежненькие. Оп. Смотрим, что у нас здесь есть. Вот это шмох такой, живой мох ложили, он позеленел. Такой симпатичненький. Вот. Тоже корни, обратите внимание. О, вот они. Неплохие нарастил антуриум. Вот такой. Далее. Берем грунт второго состава. Как обычно, используем наш любимый. 3 части кокосового субстрата крупной фракции и 1 часть верхового торфа. Стаканчики берем не глубокие, но широкие. Мне кажется, отлично подойдет для этих растений. Грунт обязательно должен быть влажным, но не мокрым. На данный момент он у меня мокрый, поэтому отжимаем и аккуратненько укладываем на дно. 1 и 2 также. Отжимаем, смотрите, насколько обязательно. Если мы посадим растение в мокрый грунт, то загнивания корней, конечно, не избежать, поэтому обязательно отжимаем. Берем нашего самого большого и аккуратненько погружаем в горшочек. Так вот, засыпаем. Симпатичненько как смотрится в этом горшочке. Так уже, скажем так, по-взрослому, по-серьезному. Не то что в пивном стаканчике. Оп. Прям совсем красота. И еще одну. Так. Также. Оп. Подсыпали. Все. Почти готово. Корешок один у нас выпрыгивает почему-то наружу. Никак не хочет в грунт. Смотрите, какие симпатичные получились малыши у нас. Так, следующий у нас мы будем садить в мох. Это растение, как я говорила, я хочу оставить с фагнами. Почему? А потому что оно еще маленькое, недостаточно развитое, и ему желательно находиться в той среде, в которой оно уже привыкло. Вытаскиваем растение из горшочка. Здесь мы уже, конечно, не будем убирать мох с корешков, а так вот методом перевалочки погружаем его в грунт. Не в грунт, извините, в мох. А горшочек, конечно, я выбрала чуть побольше, прозрачный, чтобы мне было удобно наблюдать, как развивается корневая система этого растения. Вот так вот симпатично он выглядит. Вот растение пересаженное. Отлично у нас получилось. Итак, эти растения мы с вами пересадили. 2 в грунт, 1 оставили в мху. Хочется показать вам вот этих 2 красавцев. Это антуриум коралл и антуриум элиде. Эти растения уже участвовали в предыдущем видеоролике, ссылочку я оставлю в описании. Коралл был пересажен также в мох. Это было домашнее растение с очень плохо развитой корневой системой. Сейчас оно заметно тронулось в рост, нарастило вот молодой листочек. Корешочки у него вот молоденькие появились, красивые. Здесь, конечно, плохо видно, потому что внутри мох прикрывает вот тоже корешок. Элида, это было
деленочка от магазинного куста. Тоже такая маленькая, неказистая. Так, о, посмотрите, какие корешочки сейчас растут. Прям богатые-богатые. Красивые такие. Прям приятно смотреть. С этой стороны как-то у нас плохо видно. Ну вот внутри мха они находятся. Поэтому незаметно. Растение тоже заметно тронулось в рост, нарастило молодые листочки. У него вот достаточно много здесь боковых побегов. Так что кустик, я так думаю, получится очень даже пышный и очень даже симпатичный. Так что растения антуриумы отлично растут в сфагнуме. Единственное, что здесь сложности возникают при питании этих растений. То есть питание вносится методом погружения горшочка в питательный раствор. То есть, как бы вам так показать, ну, то есть вот так погружается полностью все. Если мы производим либо листовые подкормки, либо просто опрыскиваем верхний слой грунта питательным раствором, такого эффекта уже не возникает, как после метода погружения. Здесь сразу после этого растение как-то обильно так идет в рост, знаете, как-то так вот сразу хорошо так себя чувствует. Поэтому сложность вот возникает именно в этом. А так, в принципе, как вы видите, быстро развивается хорошо. Я так думаю, что и мой малыш скоро догонит вот этих товарищей. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.